Приветствую вас на YouTube-канале по вязанию Seven Lapuza, и зовут меня Лара. В этом видео я в рамках мастер-класса по вязанию жилета, который я анонсировала в предыдущем видео, я хотела бы с вами обсудить рисунок. Вернее, это целая композиция узоров, которая будет вывязываться по передней части жилета. Мне так понравилась эта композиция, эти узоры незамысловатые, простые вывязывания. И хочу с вами поделиться. Возможно, кто-то из моих зрителей захочет использовать эти узоры, а может быть, какие-то из этих узоров в своих изделиях. Не только в жилете, который мы будем с вами вязать, но и в каких-то других вязаных изделиях своих. Тоже представляет собой эта композиция. Это несколько узоров. По центральной части проходит такой узор, который состоит из ромбов. Вывязываются ромбы, которые вывязываются из двух лицевых сторон ромба, да, и из скрещенных петель. Так это вывязывается, что как будто одни ромбы накладываются на другие, да. Вот смотрите, как это оригинально, симпатично, не избито выглядит. Этот узор по центральной части. Далее узоры расходятся симметрично от центра. Что же это такое? Это такие жгутики. Жгутики, которые из центра, да, выходят к наружной части перекрещивания с одной стороны, 3 на 3 у меня, и с другой стороны. В высоту уже вырисовывается узор, что вот эти вот две косички смотрятся вот такое вот красивое переплетение. Следующий узор — это такие веточки. Причем надо обратить внимание, что веточка, вот весь ее высота узора, это две высоты узора с переплетением, косичками. Такой узор, он идет по всему полотну. Вот такие веточки, которые вывязываются скрещенными петлями. Далее это такие жгутики, 1 на 1, и в каждом лицевом ряду они перекрещиваются. С одной стороны у меня жгутики перекрещиваются вправо, а с другой стороны жгутики у меня перекрещиваются влево. Вот так это выглядит. И все эти узоры между собой, они разделены лицевыми скрещенными. Вот так вот проходит это и так вывязывается. По описанию, которое будет находиться у меня в инфобоксе, и там будет и схема, и фото, которые находятся в свободном доступе, описание этого жилета, есть такая схема. Хочу обратить ваше внимание, что в данной схеме представлены и лицевые, и изнаночные ряды. Обычно такие схемы характерны для азиатских источников. На что надо обратить внимание, что в этих изнаночных рядах на схеме петли выглядят так, как они выглядят на лицевой стороне. Ну, здесь ничего такого сложного на самом деле нет. То есть по изнаночной стороне нам необходимо вязать петли по рисунку. Изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми и так далее. Единственная сложность представляет собой это скрещенные петли. Вот эти вот скрещенные в этих веточках, в ромбе, между узорами, вот эти вот скрещенные петли необходимо, на лицевой стороне понятно, что это лицевые скрещенные, но на изнаночной стороне их также необходимо провязывать изнаночными скрещенными. Поэтому как бы немного надо понимать, что это за изнаночная петля перед вами, потому что в других узорах также присутствуют изнаночные петли, но они провязываются обычными изнаночными петлями. Еще какой момент. По описанию жилета девушка вязала на размер 44-46 из пряжи Газал Рок-н-Ролл спицами 4,5. А у меня это будет жилет оверсайз из пряжи Кэшми. Это итальянский сток в 4 сложения. Это бобинная пряжа. Так вот она выглядит. Спицы у меня 4, и это жилет оверсайз на размер 52-54. То есть, что я хочу сказать, что если вы будете использовать этот узор на большой размер,
Да, вот и количество петель у меня 150, а у девушки 92, то есть это существенно. Сразу весь по схеме этот рисунок выглядел очень мелким. И я его укрупнила. В каком плане укрупнила? То есть по схеме это косички 2 на 2. Вот две косички 2 на 2. У меня 3 на 3. Это раз. Дальше я высоту в ширину, то есть это у меня в ширину увеличивается этот узор, и высоту. И соответственно у меня эти веточки тоже увеличились в высоту за счет того, что как бы на 2 ряда увеличила в ширину. Это тоже симметрично этому узору, увеличилось на 2 шага. Это вот первый такой момент. Далее я дополнительные петли вставила между этими узорами. Здесь по одной петле, потом здесь между косичкой и скрещенной лицевой. И также я укрупнила центральный узор за счет того, что как бы еще 2 раза расхождение у меня было в стороны. Вот, соответственно, он в ширину у меня, да, раздался, и в высоту. Вот такой момент. После этого мне уже теперь нравится, как получается выглядит узор. То есть это более укрупненно, более выразительно и неплохо смотрится. Ну а вы же, конечно, когда будете смотреть на свое изделие, из чего вы будете вязать, то, конечно, смотрите, как вам удобнее, то ли это вы будете по схеме, не надо ничего переделывать, увеличивать, то ли наоборот, как у меня, вам придется немного расширять высоту и в ширину такой узор. В принципе, здесь все способы как бы, да, вывязывания этого узора, ну, это стандартный, представляет собой только некоторое затруднение. Вот эти вот скрещенные лицевые петли, необходимо о них помнить, и с изнаночной стороны особенно. Но когда вы провяжете несколько сантиметров этого узора, вы будете привыкать к нему, и уже вы будете и видеть, и чувствовать, как это будет вырисовываться и по изнаночной стороне. То есть я хочу сказать, что и люди, которые совсем недавно взяли спицы в руки, вполне себе спокойно справятся с таким узором. Ничего особенного сложного здесь нет. Единственное, как бы в начале, да, не запутаться, правильно распределить петли и далее потом вязать этот узор в высоту. Вот. Единственное, что еще я хочу у вас попросить, если все-таки кто-то не знает, как провязывать, да, вот эти косички, скрещенные лицевые, или перемещать петли вправо и влево, перенося петли с левой стороны направо и с правой налево, то вы, пожалуйста, напишите мне, я отдельным видео вам продемонстрирую непосредственно, как провязывать тот или иной элемент узора. Давайте посмотрим, как же выглядит изнанка у нас. Вот это изнаночная сторона этой модели. Так что, как вы смогли заметить, эта композиция узоров достаточно проста, но если у вас возникнут какие-то трудности, пишите, разберем отдельно каждый из этих элементов, можем связать их попетельно. Пишите, если будут вопросы, давайте обсудим. На этом я буду с вами прощаться, надеюсь, это видео было вам полезно. Буду продолжать вязать дальше, готовить мастер-класс этого жилета. До новых встреч. Пока-пока.